Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что творится, что происходит на рынках, какие новости и куда предполагается сегодня с утра двинуться активы, нефть, золото, серебро, рубль, доллар и российские акции. Так, давайте начнем с календарика, какие вышли макроэкономические данные, что планируется. Вышел индекс деловой активности в секторе услуг по Китаю от Caixin 56,3%. Это хорошо, это ощутимо больше, чем предыдущее значение. И, соответственно, это указывает на то, что на текущий момент китайская экономика находится в достаточно хорошем состоянии. Далее, вышли данные торгового баланса объема экспорта и импорта по Китаю. Они достаточно позитивны, потому что если посмотреть статистику, то у нас здесь получается в прошлом месяце был провал, но этот провал сейчас отыграли, закрыли. То есть были опасения, что вот этот провал, он будет долгосрочный, будет указывать на то, что китайская экономика на самом деле не восстанавливается. Такие опасения были. Но тем не менее здесь эту цифру закрыли, и сейчас сальдо торгового баланса находится в приемлемых значениях выше 25-30 миллиардов. То есть с Китаем на текущий момент все более или менее хорошо обстоит. Но с Китаем есть другая проблема, которая заключается в том, что в прошлом месяце была перепись населения, и эту перепись населения они до сих пор не открыли. Соответственно, есть основания полагать, что они ее не открыли, потому что в Китае начинается снижение депопуляции. Это связано, во-первых, с политикой, которая долгое время проводилась. Одна семья, один ребенок. И поэтому сейчас на текущий момент есть все основания полагать, что текущие проблемы с кредитно-финансовой системой, они наложатся еще на демографические проблемы, которые будут приводить к ухудшению экономических показателей и к значительному расслоению китайского общества. Поэтому, да, сейчас локально по Китаю вышли позитивные данные, но перспективы по нему весьма тревожны. С моей точки зрения, они даже более тревожны, чем пугают о том, что Америка скоро загнется, Америка скоро все прекратят брать американские доллары и так далее и тому подобное. Я думаю, проблема все-таки будет со стороны Китая, и она будет очень внезапно. Потому что фундаментально причины негативные, очень серьезные, но они постепенно набирают обороты, и рано или поздно они незаметно, потому что статистику подрисовывают, дадут о себе знать. Так, ну вот, Фед предупреждает о том, что рынки на хаях и риски инвесторов значительны. Ну, что тут предупреждать? Ребят, вы сами станок разогнали, а теперь предупреждаете. Так, ну что еще у нас из текущих новостей? Африканские лидеры обеспокоены ситуацией с коронавирусом, с коронакризисом и обращаются за помощью к Китаю. Так, ну в Америке по-прежнему идут дебаты по поводу сочетания предоставления помощи и роста налогов. Даймон выступает, что это не будет работать, просто кидаться деньгами. Ну, конечно, не будет работать, и мы уже видим рост инфляции издержек. Но на текущий момент пока что рынки двигаются, они растут, ликвидность адсорбируется, но где-то мы уже близко к той верхней точке траектории движения. Но надо четко понимать, что здесь, с одной стороны, вроде бы макроэкономические данные по тем же Соединенным Штатам показывают очень большой и значительный рост. С другой стороны, текущая ситуация, она все-таки метастабильная, потому что нарушившиеся логистические цепочки, они то здесь, то там дают сбой. Это и рост цен на продукты, это и проблема с производствами чипов, как следствие вызывает дефицит других продуктов, в частности автомобилей, техники, электроники. И поэтому здесь все оно находится в таком состоянии турбулентности, которое время от времени будет давать о себе знать либо какими-то коррекционными откатами очень сильными, либо очень значительным ростом цен на отдельную продукцию. Но в конечном счете это все приведет, я все-таки думаю, к W-образному сценарию. Потому что сейчас все более или менее расслабились, все привыкли к росту. И как раз вот такой сантимент, когда никто не ждет, реально не ждет, не на словах, что заявляют, вызывает беспокойство, текущая
рост цен на активы и так далее. А вот именно как такового негативного ожидания, с моей точки зрения, сейчас его нету. Люди немножко поверили в то, что все хорошо и кризис закончился. Так, ну и вот то, что касается взаимоотношений Китая и России, наблюдается рост торговли. Но здесь надо четко понимать, что Китай поставляет в Россию готовую продукцию с прибавочной стоимостью, а Россия сырье. Но на самом деле со всеми странами, с большинством стран именно такого рода взаимоотношения. Но здесь рост торговли, он указывает на то, что со стороны России больше продается сырья, а со стороны Китая больше поставляется продукции. Ну и несмотря на все торговые войны, товарооборот Китая и Соединенных Штатов по-прежнему растет. Так, друзья, далее возвращаемся к календарику. В 9 часов объем промпроизводства Германии, сальдо торгового баланса. Почему-то эта информация отмечена 2 звездочками, хотя на самом деле она достаточно важна для понимания состояния экономики Германии и влияния на курс евро. Так, ну и сегодня уровень безработицы в США в 15.30. Соответственно, здесь будет поставлен итог в этой неделе, как она закроется. Так, давайте перейдем на сайт ММВБ, посмотрим позиции Форекс, какая раскладка. РТС, здесь ставка на продолжение сегодня роста. Сбербанк, здесь ставка на коррекционный откат. Газпром, ставка на продолжение роста. Но здесь чуть-чуть осталось взять 256. ВТБ, по ВТБ отливает, ВТБ больше расти пока не дают. Но на самом деле он первую цель успешно выполнил. Дальше, если он не свалится, не скатится ниже уровня 4,6 копеек, то мы увидим продолжение движения на 6,7. Норникель. Здесь ставка сегодня на то, что Норникель погонит вверх. Так, рубль-доллар, сишка. Но здесь нет какой-то определенной, явно выраженной ставки. Здесь ставка на то, что будет боковик. Но на самом деле при такой нефти уже рубль должен был укрепиться очень значительно. То, что этого укрепления не происходит, это говорит о том, что локально текущее значение является дном. Скорее всего, рублю более укрепляться не дадут. И, соответственно, это говорит о том, что в ближайшее время, возможно, произойдет отскок и рост доллара против рубля. Здесь в наибольшей степени у нас два фактора играют роль. Первое – это рост цен на нефть. Если он продолжается безоткатно, это позволит рублю укрепиться. И другой момент – геополитические риски. Вот здесь на текущий момент я не обнаруживаю никакой идеи, как они могут сняться. Как-то отсрочиться, немножко отложиться могут. Но они как бы устойчиво возникли и никуда не деваются. И в ближайшее время, скорее всего, ситуация будет только усугубляться. Евро-рубль. Здесь ставка на укрепление рубля против евро. Евро-доллар. Здесь ставка на рост евро против доллара. Нефть. Здесь ставка на ослабление нефти. Ну, действительно, конец недели. Здесь было бы логично немножко откатиться. Так, серебро. Здесь вообще безальтернативная ставка на рост. Золото тоже ставка на продолжение роста. Так, а вот по природному газу ждут коррекционного отката. Так, ну и сегодня в 7 часов в конце недели выйдут данные о российской инфляции. Ну, это достаточно интересные данные, потому что они, ну, в общем-то, Центробанк на них опирается в плане того, что ему делать со ставкой. Ожидают за апрель снижения инфляции, но с учетом того, как растут цены во всем мире, я думаю, это ожидание, оно ну, неправильное. То есть не может инфляция снижаться, когда во всем мире она разгоняется. То есть здесь либо, если действительно будет достигнуто снижение по сравнению с предыдущим значением, это либо за счет удушения ликвидности, ну, либо за счет каких-то действий со статистикой. Поэтому я жду, что это значение, оно в реальности должно превысить то, что было до этого. Если оно будет как прогнозируемое или еще меньше, это будет говорить о том, что либо ухудшится ситуация с экономическим ростом, отскоком, ну или же цифра, она просто, скажем так, показана сама по себе в отрыве от реальности. Ну и другой момент, если здесь будет значение, которое все-таки значительно превышает и прогноз, и то, что было в прошлом месяце, а это как раз реальное положение дел, то на следующем заседании Центробанка вполне можно ждать еще плюху в
в виде 0,5% повышения ставки. Так, друзья, далее графики. Китайский фондовый индекс CSI 300. Сегодня он немножко отрос, но в целом он вот в этом боковике находится. И пока ничего страшного, но и ничего хорошего не происходит. На текущей неделе, ну, закрытие здесь, скорее всего, будет все ровненько. А вот на следующей неделе вопрос будет происходить в том, пробьет, не пробьет 5000. Если пробьет, то мы увидим движение, цель которого 4880 и, возможно, даже ниже. Так, далее DAX, немецкий индекс. Вчера он показывал рост. Посмотрим, как сегодня он отреагирует на макроэкономическую статистику из Германии. Так, ну вот японский Nikkei сегодня он немножко растет на фоне вчерашнего позитива из Соединенных Штатов. Здесь, в общем-то, он находится на хаях, и закрытие по Японии позитивное, но с другой стороны все равно это движение в боковике. Так, друзья, далее NASDAQ, американский индекс высокотехнологичный, дневной таймфрейм. Ну вот вчера, в общем-то, поставили черту, точку под падением, которая до этого разворачивалась. И сегодня, если не будет повторного движения с целью пробития 13400, мы вполне отсюда можем увидеть отскок, цель которого будет 13800. И как только возникает пробитие, вполне может произойти закрепление на 13950. Но ситуация здесь пока не до конца определена, с одной стороны. И с другой стороны, здесь все-таки вот это движение, с учетом той резкости, как он двигается, оно, возможно, себя не исчерпало. И в том случае, если мы сегодня идем прямо сразу с утра, ну, по американскому времени на открытие, тестировать и пробивать 13400, то неделя может закрыться и в районе 12950, где-то вот здесь вот. Надо посмотреть, как будет открытие. В целом здесь все указывает на то, что вполне может произойти отскок и закрытие вот здесь вот в этом боковике. На текущий момент такой сценарий мне видится наиболее вероятным. Так, далее VIX, дневной таймфрейм, в боковике он болтается, остается. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну смотрите, сейчас у нас будет на сегодня задача 91. Вот если сегодня 91 он не возьмет, значит все хорошо. От текущего значения он, скорее всего, сегодня либо в понедельник пойдет на 90,4 тестировать. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Здесь ситуация по золоту очень-очень позитивная. Оно начало расти. И, собственно говоря, вот эта ситуация, которая по золоту таким образом развивается с конца марта, она указывает на то, что, наверное, все-таки индексу доллару не дадут поднять голову. И текущая ближайшая цель это 1854. Сейчас на текущий момент времени, если не будет движения вниз и пробития 1812-1811, все это превратится либо в боковик, либо в дальнейший рост. Первая цель 1841 и потом 1854. Сейчас даже если сформируется вот здесь это часовой таймфрейм, коррекционный откат, если 1812 будет удержано, не произойдет пробитие, у нас вот этот безудержный рост по золоту, он будет продолжаться. Так, друзья, далее нефть Brent, российские юрики ждут по ней коррекционного отката и движения вниз, но здесь на текущий момент, вот если рассматривать сегодняшний день, 67,8, 67,7. Вот этот уровень, если мы не пробиваем, она, соответственно, остается в консолидации 69,3, 67,9. И вот это дает очень мощный стимул для того, чтобы на следующей неделе продолжилось движение наверх и был переписан локальный хай 71,4. Так, ну и переходя на часовик, часовик здесь вообще заглядение. Сейчас импульс движения, цель этого импульса находится вот здесь, вот в районе 69,2. Соответственно, вот это движение, которое здесь сейчас идет, оно не произойдет, если возникает коррекционный откат и пробитие 67,8. Если такой откат здесь происходит, то цель движения по золоту будет находиться вот здесь, вот в районе 66,5. По нефти, прошу прощения, оговорился. Так, ну и на текущий момент здесь в большей степени фактор движения именно вот сюда, вот на 69,2. Я думаю, это наиболее вероятный сценарий, по крайней мере, на первую половину дня.
Так, друзья, вот по меди сегодня очень интересный момент возникает. Это переписывание исторического максимума. Соответственно, максимум мы переписали, и теперь у нас возникает вопрос, произойдет, не произойдет ли коррекционный откат с пробитием 9850. Если такого отката не будет, то вот здесь вот она либо будет консолидироваться и продолжать рост, либо продолжать рост. Куда? Бог его знает. Пузыри надуваются непредсказуемо и также непредсказуемо лопаются. Вот, да, и здесь вопрос, с одной стороны, зеленая энергетика, которая генерит очень мощный спрос на медь, с другой стороны, инфляция издержек, которая раздувает все сырье невероятно. Вот, но текущая ситуация с медью, я считаю, она достаточно негативна и для электронной промышленности, и для восстановления экономики, потому что такие компоненты, как медь, они не должны так безудержно расти для того, чтобы экономика нормально функционировала. Ну и вот по дневочке мы видим здесь рекорд за рекордом. Посмотрим сегодня, к чему это приведет. По идее, в конце недели должен быть коррекционный откат хотя бы на 9700-9650. Вот. Но 8500, в общем-то, это тот уровень, который пробитие, если происходит, то она начинает падать. Если пробитие не происходит, вот эта вакханалия с надуванием медного пузыря, она будет продолжаться. Так, друзья, ну вот еще интересная ситуация с никелем, месячный таймфрейм. Сейчас весь этот рост в металлах, он для норильского никеля очень большое подспорье. По никелю здесь вообще не ограниченный ресурс роста, его на полтинник могут очень легко разогнать на фоне надувания пузырей. Потому что никель нужен для производства аккумуляторов, как литиевых, так и натриевых. Спрос на него будет только расти. И вот эта идея, она в ближайшее время, я думаю, породит значительный хайп и рост цен на никель. Ну, я считаю, что, наверное, сейчас наиграются в платиноиды, в медь, и потом крепко возьмутся за никель и за остальные металлы, которые менее распространены. Так, далее платина. Ну, смотрите, платина, она уперлась, вот у нее здесь локальное сопротивление 1260, цель движения ближайшая 1430. Вот, может вполне произойти коррекционный откат, если не будет пробоя 1200, ничего страшного. На текущий момент идет импульс движения, первая цель 1350, и потом 1430. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь у нас вопрос удержания уровня 1,2038. Пока на текущий момент мы его удержали, и сейчас наиболее вероятно будет тестирование на пробой 1,2075. Вот это значение, если мы пробиваем, у нас отсюда импульс движения целью 21, 25, 1,2150. Тестирование вот этого диапазона. Если сейчас с утра не будет пробоя вот этого значения, то у нас будет коррекционный откат целевого тестирования 1,2043, 2038 вот этого диапазона. Пробитие этого диапазона сразу уведет на тестирование 1,1991. Ситуация пока не определена. Вот как здесь тестирование произойдет, тогда будет ясность. Или мы разворачиваемся сюда, или мы, соответственно, идем наверх. Поэтому посмотрим, как вот в этом боковике сейчас будут развиваться события. Но я думаю, все-таки большая вероятность того, что мы увидим тестирование и пробой вот этого уровня и движение на 21.20, ну 21.25. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, оп, смотрите, дневной таймфрейм, кого-то поймали и высадили очень мощно. Вот сходили все цели, сразу выполнили аж на 72. Но немножко 71,5 не сделали, но это уже роли не играет. Вот такой волшебный спот рубль-доллар. И не надо никаких обувь России и так далее. Вот рубль-доллар здесь отлично как бы комбинации разыгрывают. Но смотрите, здесь на самом деле ситуация еще следующим образом, в общем-то, вполне может развиваться. Там то, что касается опционных ставок, вот ставки были на укрепление рубля до конца этой недели, ну точнее до этого четверга. И, соответственно, далее опционные ставки на конец месяца, там уже ждут рубль
доллар за 80 рублей. Ну и в конце июня ставка на 100 рублей за доллар. Но если мы посмотрим поминутно, что происходило, рубль-доллар, вот эта вот волшебная шпилька, то мы увидим, что здесь просто собрали стопы. И, соответственно, после этого рубль-доллар вернулся на свое привычное на текущий момент значение, это 74.25. Так, друзья, далее часовой график рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь у нас есть важный уровень, новый обозначенный, это 73.75. Соответственно, движение на это значение, оно возможно в том случае, если будет еще один коррекционный откат вниз и пробитие 73.9. Вот в данной ситуации 73.75 выступит тем самым уровнем, пробитие которого уже действительно приведет к движению по направлению вот этой шпильки. И первая цель движения будет находиться на 73.6. Пока пробитие данного значения не происходит, у нас рубль-доллар находится вот здесь вот в консолидации 74.3. Соответственно, движение вверх и пробой, если возникает 74.35, у нас отсюда идет импульс движения, цель которого находится на 74.86. Если опираться на опционные позиции, то сейчас должен произойти разворот и начало роста доллара против рубля. Но я бы не делал такие однозначные выводы. Я думаю, здесь надо посмотреть, как, во-первых, сейчас пойдут торги и в целом, как сегодня закроется неделя. Потому что опционы вещь достаточно спорная, и не всегда их открывают для того, чтобы вот прямо явно какое-то движение зафиксировать. Там может быть масса оснований для открытия этого опциона. Мы не знаем всей подноготной, но тем не менее вот опционные позиции, они определенным образом влияют на курс, в том числе и валют. Итак, друзья, то, что касается первой половины дня рубль-доллар, я думаю, вот у нас будет наиболее вероятен боковик 74.05, 74.35. И в случае пробития вот этой верхней границы у нас цель движения рубль-доллар будет в районе 75. Если мы идем все-таки вниз, пробиваем 74.05 и потом 73.75, то, соответственно, в этой ситуации у нас на сегодня может вполне развиться новый импульс движения на укрепление рубля, цель которого будет 73.15, 73.3. Но вот это вот волшебное движение в начале торгов, оно, наверное, все-таки собрало стоп-заявки, которые здесь стояли, и сейчас после такого движения более логично ему поболтаться в консолидации. По крайней мере, в первой половине дня. Так, друзья, далее евро-рубль. Ну, смотрите, там у Юриков мощная ставка на укрепление рубля к евро, и поэтому на чем хотел заострить внимание. Вот смотрите, если у нас сейчас будет повторное движение вниз и пробитие 89.35, 89.3, то на сегодня мы вполне можем сходить вот сюда, вот на 88.8, на вот этот вот сильный уровень для рубль-евро. Если вот этого повторного задерга и пробоя сейчас не происходит, то мы начинаем здесь консолидироваться, и у нас цель движения рубль-евро будет 89.8, вот сюда вот. Но на текущий момент евро-рубль, это дневной таймфрейм, мы находимся вот в этой консолидации, то есть он как бы зажат. Сейчас он находится в середине диапазона, и он должен определиться, то ли ему вот здесь сделать добитие и уйти вот сюда, вот к нижнему значению, или здесь поторговаться и, соответственно, забраться на 94. Так, ну и часовой таймфрейм. Здесь, собственно говоря, вот стопы собрали, соответственно, повторного движения на 89.35, 89.3, если не возникает, то мы на сегодня идем цель движения сначала 89.75 и потом, соответственно, 89.95, вот сюда вот. Так, далее фьючерс на индекс РТС июньский. Но здесь у нас сегодня, судя по всему, возможно будет попытка переписать хай, который 155.900. Но сейчас, судя по часовому графику, с переписыванием хая никто не торопится. Если вот это все переходит в коррекционный откат и пробой 153 тысячи, то у нас цель движения будет находиться на 152 300 вот здесь вот. Если уровень 153 тысячи будет удержан, то мы здесь будем консолидироваться и готовиться к дальнейшему росту.
Так, друзья, далее давайте начнем сегодня с ВТБ. Наш герой, который пытается развернуться и соскочить с темы роста. Здесь у нас ситуация следующим образом выстраивается. Вот мы цель 5,2-5,3 ее отработали успешно. И на текущий момент вопрос заключается в том, будет ли коррекционный откат с пробитием 5 копеек или не будет. Если такого отката, но я говорю в более широком диапазоне, это дневной график, если такого отката не возникает, это хорошо. Если он возникает, у нас есть еще запасной аэродром, это 4,6. Вот, ну как бы пробитие этого значения, оно уже будет означать, что все здесь финита ля комедия. На текущий момент вот здесь была попытка разворота, и сейчас, вот если рассматривать локальную ситуацию, уровень, который 5,3, 5,34, вот если мы его не пробиваем, то это очень хорошо. Это будет говорить о том, что в ближайшее время по факту проторговки в этом диапазоне будет движение на 6,1 копейки и потом 6,7. Так, ну и вот часовой таймфрейм. По часовому таймфрейму мы в боковике. И здесь у нас на сегодня есть все основания попытаться пробить 5,45, 5,48. В случае пробоя у нас следующая цель движения — это тестирование вот этого локально-максимального значения 5,57. Соответственно, вот если пробой вот этот возникает, у нас сразу импульс движения, цель которого потестить это значение. Если оно будет пробито, очень быстро может произойти цель движения 6,1. Ну и соответственно, на текущий момент, если не будет пробития вот этого диапазона, мы на сегодня откатываемся от текущего значения тестировать 5,35. Так, друзья, далее Сбербанк. Сбербанк нас вчера порадовал. Цель движения 323, ее пока еще не сделали. Но на текущий момент давайте посмотрим, что может произойти. У нас сформировалась новая сильная поддержка, это 308. Соответственно, вот все движение 308-315, если не происходит пробоя, то здесь будет набор позиций и дальнейшее движение 323 и потом 350. Если здесь возникает пробой, у нас цель движения будет диапазон 300-295. Сейчас конец недели, есть все основания пофиксить позиции, но опять же, пока 308 не взято, это все не более чем коротенького отката перед дальнейшим ростом. Так, друзья, далее Газпром. Газпром у нас летит на 256. Здесь у нас есть определенный уровень, который 239. По аналогии со Сбербанком, если 239 мы не пробиваем, то либо движение наверх, либо коротенькие откаты, выкуп и движение на 256. Если таки 239 пойдет, то у нас произойдет, скорее всего, возврат. Цель его будет движение 235 и ниже. Так, друзья, далее Новатэк, дневной график. Попытка здесь ухода вниз, но на самом деле есть у него уровень 1382, который, если не пробивается, все это будет приводить к набору позиций и отскоку, и цель этого отскока будет 1470. Если 1382 пойдет, то по Новатэку мы вполне можем откатиться на 1300-1320. Но вот эта формация, которая здесь возникла, она скорее всего разворотная, и она будет толкать его вверх. Так, друзья, далее Норильский никель. Ну смотрите, подошли к рубежу 27200. Соответственно, сегодня либо мы этот уровень пробиваем и здесь закрепляемся, и потом сегодня же либо в понедельник идем тестить 28200, или же мы от него отбиваемся и у нас возникает коррекционный откат на 26200. Пока нет пробития 25500, все вот эти движения будут выкупаться и будут его тянуть с целью пробить 27200, закрепиться и пойти наверх. Никель сейчас находится в предстартовом состоянии, и если никель запускают на полтинник, то по Норникелю мы в легкую можем и 30, и 35 тысяч сделать. Так, друзья, далее Лукойл. Давайте здесь сразу 4-часовик возьмем. С Лукойлом ситуация достаточно понятная. Вот сейчас на текущий момент, если не возникает пробитие 6050,
то у нас либо в этом боковике будет движение, либо этот боковик разрешится. Цель движения будет потестить и пробить 6200. Вот, соответственно, пока вот это значение не взято, его будут на 6200 выталкивать. Если здесь возникает пробой, то коррекционный откат, цель движения 5900. Судя по тому, что здесь происходит, пока, я думаю, более вероятно движение либо в боковике, либо рост. Опять же, сегодня конец недели, и с утра, если движение не удастся наверх, то потом его вполне могут отлить и попробовать пробить 6050. Так, друзья, далее Русгидро. По Русгидро интересная ситуация, потому что Русгидро все свои цели вверху пока не выполнила и только набирает аппетит. Так, ну вот часовик по Русгидро достаточно интересен. Если здесь у нас в первой половине дня не будет пробоя 8,3 копейки, то вот это все движение, оно превратится в рост. Цель этого роста ближайшая 86,3. Если здесь возникает пробой, то цель для отката находится в диапазоне 81,5, 82 копейки. Вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, более вероятно движение в боковике и попытка из него выйти наверх. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.